Привет, армия! Недавно, во время прямого эфира Чингука, многие заметили нечто поразительное. В какой-то момент, видя, кто-то шел позади него. Хотя было неясно, кто это был, многие решили, что это Тэхён. Все это произошло, пока Чингук спокойно ел свой торт и смотрел в камеру, как будто ничего не случилось. Он не выглядел удивленным или смущенным, что навело некоторых фанатов на мысль, что он уже знал об этом человеке. Многие отметили, что этот человек похож на Тэхёна. Хотя официального подтверждения не было, некоторые вспоминали случаи, когда Тэхён бывал у Чингука дома. Неудивительно, если бы это был он, ведь не секрет, что они часто ходят друг к другу в гости, пусть даже и не показывают этого на камеру. Поклонники Тэхёна всегда помнят это, когда случаются такие моменты, они анализируют их во всех возможных деталях. Интересно, что некоторые настаивали, что это был не Тэхён, а Чимин. Как только клип стал вирусным, некоторые поклонники Чимина начали редактировать видео, добавляя фильтры и замедленную съемку, чтобы попытаться доказать, что это Чимин. Однако изображение оставалось нечетким. Самое поразительное – то, как каждая группа видит что-то разное в одной и той же сцене. Поклонники Тэкука отмечают спокойствие Чингука, как будто он привык к присутствию Тэхёна. Другие говорят, что ничего нельзя подтвердить, но совпадение слишком странное. Если вспомнить некоторые предыдущие моменты Тэхёна у него дома, то, как они двигались, или фоновые звуки, можно найти детали, которые кажутся совпадающими. Более того, это не первый раз, когда что-то подобное происходит во время прямой трансляции. Обычно эти двое сохраняют конфиденциальность, но в последнее время они стали раскрывать мелочи, которые фанаты сразу заметили. Они ничего не говорили напрямую, но такие совпадения случаются все чаще, неизбежно, что люди будут об этом говорить. Тем временем поклонники Чингука продолжают настаивать, что это Чимин. Несмотря на то, что его агентство подтвердило, что у него есть партнер, каждая группа продолжает придерживаться своих теорий. Это делает наблюдение еще интереснее. Очевидно, что человек, идущий позади Чингука, не виден как следует, и никто не может подтвердить, кто это. Многие считают, что кто бы это ни был, этот момент отражает то, насколько естественно Чингук ведет себя в своем личном пространстве. Он не пытается ничего скрыть, его выражение лица остается неизменным. Он продолжил прямую трансляцию, как будто это было самым обычным делом. В глубине души те, кто следит за Тэкуком, знают, что им не нужно особых доказательств для осознания отношений, хотя это все еще всего лишь теория. Тот факт, что она продолжает вызывать такую бурную реакцию, показывает, насколько внимательны фанаты к каждой детали. В конечном счете, никто не может точно сказать, кто это, однако можно с уверенностью сказать, что Чингук и Тэхён продолжают демонстрировать близость, которая, хотя и не подтверждена, кажется все более естественной и постоянной. В последней прямой трансляции Чингука на Уиверс еще один момент привлек всеобщее внимание. Чингук выглядел расслабленным, перекусывая кончо и отвечая на вопросы фанатов. Разговор текал гладко, пока маленькая, но важная деталь не привлекла внимания. Синий браслет на его запястье, он был от корейского бренда CCN Made, того же бренда, который Тэхён носит уже несколько месяцев, как и его фирменный браслет из красной нити. CCN Made – необычный бренд. Основанный в Южной Корее в 1993 году, CCN Made отличается тем, что изготавливает каждое изделие вручную, без промышленных процессов. Аксессуары изготавливаются вручную, в стиле, который выделяется своей простотой и аутентичностью. Эти детали идеально дополняют их образы. Чингука с его естественным, чистым стилем и Тэхёна с его любовью к значимым предметам ручной работы. Больше всего бросается в глаза совпадение двух браслетов. Синий у Чингука символизирует воду, красный у Тэхёна – огонь. Это противоположные, но в то же время дополняющие друг друга цвета. Многие фанаты не могут не задуматься о балансе, который они, кажется, всегда видят. Один спокойный, другой теплый, один сдержанный, другой выразительный. Это сочетание напоминает знаменитую «красную нить судьбы», азиатскую легенду, повествующую о душах, связанных вне времени и расстояний. Некоторое время ходили слухи о якобы существующем между ними расстоянии, но без каких-либо конкретных доказательств.
Странным было то, что, пока другие пытались разлучить их, они продолжали демонстрировать невысказанную синхронность. Браслет был не просто аксессуаром, а символом молчаливой связи. Они как будто говорили без слов: «Мы все еще здесь, так же близки, как и всегда». Во время трансляции Чингук вообще не упоминал о браслете, он просто носил его как обычно. Тем временем Тэхён только что вернулся из поездки, связанной с его обязательствами с такими брендами, как Серлин. Чингук же продолжал активно участвовать в кампаниях Calvin Klein. Они шли разными путями, но при этом постоянно чувствовалось сходство в маленьких жестах. Они выбирали похожие вещи, стиль, который искренне соединял их, но не казался надуманным. Те, кто знает их историю, знают, что это не совпадение. Начиная с дней стажировки, когда они делили комнату и общались, и заканчивая групповыми поездками, которые демонстрировали их близость, Тэхён и Чингук поддерживали гармоничные отношения, отмеченные глубоким доверием. В 2017 году, например, во время отпуска на Гавайях их видели вместе, наслаждающимися временем без камер. Просто быть собой. В таких воспоминаниях значение таких мелких деталей становится яснее. Поклонникам Тэкука не нужны громкие заявления, чтобы осознать их связь. Они просто наблюдают, как они отражают друг друга в мелочах, взгляде, слове или аксессуарах, которые они носят. Синие и красные браслеты казались двумя половинками одной истории, которая продолжала разворачиваться естественно, возможно, поэтому этот момент был таким особенным. Это не было запланированным или показным жестом, это было спонтанно, но в то же время значимым для тех, кто понимал. Пока Чингук болтал и смеялся, отражение браслетов на его запястьях было достаточным, чтобы напомнить всем, что, несмотря на все сказанное, некоторые связи не нуждаются в объяснениях. Это детали, говорящие сами за себя, тонкие цветовые нити, которые продолжают безмолвно связывать их. Тэхён и Чингук понимают друг друга не только жестами. Кажется, они общаются на более глубоком уровне, эта связь не может быть полностью описана словами. Когда они вместе, все меняется. Они держатся за руки с естественностью, не требующей объяснений. Они массируют плечи друг друга, когда устают. Они смотрят друг другу в глаза со спокойствием, которое укрепляет доверие, словно весь мир на мгновение исчез, оставив только их двоих в их собственном пространстве. Этого не видно у всех участников группы, но именно это и делает это поразительным. Есть что-то особенное в том, как они заботятся друг о друге, как будто между ними существует невидимое соглашение, способ сказать «я с тобой» без слов. Это происходит как под прицелом, так и без него. Здесь нет никакой игры, никакого сценария, только подлинная связь, которая остается неизменной. В некоторых предконцертных видео они готовятся, делятся простыми, но значимыми моментами. Нервный Чингук перед выходом на сцену, получающий ободряющие слова или прикосновения от Тэхёна, затем его взгляд меняется, успокаивается, сосредотачивается, иногда все наоборот, и Чингук – тот, кто уравновешивает это, им не нужно много говорить. Достаточно нескольких секунд, легкой улыбки и ритмичного дыхания. Такая связь не возникает в одночасье, она растет, крепнет со временем и остается нетронутой даже среди шума и прожекторов. Пока циркулируют слухи, они остаются собой, они не пытаются что-то доказать, они не пытаются отрицать то, что уже доказали их действия, их синхронность остается неизменной, она безмятежна, как будто им не нужно было ничего объяснять, потому что все было так очевидно потому, как они были вместе. Взгляды, которыми они обменивались во время интервью, короткие прикосновения во время презентаций, рефлекторные жесты, которые показывали, что они точно знали, что чувствуют друг друга. Все это излучало пленительную естественность, заставлявшую задуматься, как им удавалось поддерживать такую крепкую связь при таком плотном графике. Этот браслет, маленькая деталь, которую легко не заметить, был не просто аксессуаром. Он нес символическое значение безмолвного обещания, мягкий способ сказать «мы все еще здесь, так же близки, как и всегда». Чингуку не нужно было упоминать об этом, его присутствие говорило само за себя, это был символ, говорящий без слов, часть языка, понятного только им, и хотя другие могли бы счесть это совпадением, для тех, кто следил за их историей, это было нечто большее. Есть запечатленные моменты, где эта близость кажется ощутимой, сцены, длящиеся всего несколько секунд, но передающие связь, которую трудно объяснить. Когда они находятся рядом, их тело двигаются идеально синхронно, как будто инстинкт диктует все, если один наклоняется, другой подхватывает, если один смеется, другой улыбается, если один прикасается. Другой отвечает, невидимая хореография, неотрепетированная гармония, независимо от того, на камеру это происходит или нет, их связь – часть их природы.
While the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society.